Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим с вами готовить нашу кнопку к установке ништяков. Что нам сегодня нужно с вами сделать? Это подготовить наш пластик к установке. Что именно надо будет сделать? Его надо зашумить. Вот, чтобы избавиться от лишних скрипов, я буду использовать, как в предыдущем ролике по крыше. Я зашумел крышу вот такой СТПшкой, сплен 5 мм. 3 таких больших листа, в принципе, хватит на весь пластик, который есть. Это все облицовки стоек, передние, задние, средние, облицовка задней крышки багажника и 2 облицовки задних арок. 3 листа, я думаю, вполне нам будет достаточно, чтобы сделать шумоизоляцию. Вот, она, конечно, придаст чуть-чуть жесткости. Но и по-хорошему можно еще положить на весь пластик виброизоляцию для более жесткости самого пластика. Но я этого делать не буду, так как у меня весь салон уже в виброизоляции. Я в этом смысла не вижу, тратить виброизоляцию на этот пластик. Ну а так, в принципе, все, ребят, я вам рассказал, что нам понадобится. Сейчас вот на этой облицовке я вам покажу, как это сделать. Такую же процедуру делаем с остальным пластиком. Ну все, ребят, приятного просмотра, а мы начинаем.
нашим пластиком. Блин, потратил я на это, честно скажу, почти что 2 часа. Очень нудно это делать, надо подгонять, вырезать. Блин, ну 2 часа вообще убьется легко на это. Если, конечно, если рука набитая, можно это сделать быстрее. Вот, ну, я потратил на это 2 часа. Что нам теперь надо еще сделать, ребят, с этим пластиком? Я недавно делал опрос в группе ВКонтакте, как вы знаете. Я дал 3 варианта, как мне лучше покрасить наш пластик, так как я сток не хочу. По мне неинтересно смотрится это сток, просто тупо черный. Что-то хотелось бы более яркое, более интересное, чтобы смотрелось. Я предложил 3 варианта. Оставить сток, сделать брызги и сделать потеки. Большинство людей проголосовало, естественно, за брызги. Это тоже был мой вариант. Брызги для меня, это, ну, прикольно смотрится, чем там потеки, допустим, да. Ну, брызги как-то поэффективнее, покрасивее, вот, смотрится. Я решил с помощью этого, конечно же, вы помогли, естественно, мне с выбором, вот, сделать брызги. И вы сразу пишите мне в ЛС ВКонтакте, что, а как делать брызги. Сейчас, ребят, я вам это все покажу, как это делается. Вместе с вами будем это делать. Что нам для этого понадобится? Естественно, нам понадобится краска. Какой цвет у нас будут брызги? Естественно, какая-нибудь крышечка, чтобы краску туда набрать. И кисточка, чтобы, естественно, делать брызги. Это делается легко, набирается в стаканчик краска, макается наша кисточка и просто размахиваем, брызгаем. Сколько вам охота. Можете засрать полностью весь пластик, можно по минимуму просто брызнуть и все. Но это именно на ваш вкус, который вы хотите. Естественно, можно все красить, и не только вот именно этот пластик, а там дверные карты, там коры под сабвуфер, там, ну, все можно хреначить этими брызгами, что можно. Даже можно машину вот так вот обрызгать, и будет нормально смотреться, я думаю. Ну что, ребят, давайте не будем терять времени, начнем делать брызги. Ну вот, друзья, закончили мы с нашим пластиком, мы его полностью зашумили и сделали ему окрас в брызги. Теперь пластик смотрится более эффектно, интересно. Блин, мне очень нравится. Не знаю, как вам, пишите, естественно, комментарии. Может, вы вдруг какой-нибудь другой вариант предложили бы, чтобы перекрасить сам пластик. Ну, мне подходит вот этот вариант. Но я, естественно, выслушаю вас, прислушаюсь к вам, естественно. Мне интересно, как вы бы перекрасили свой пластик. Что я, ребят, установил уже на кнопку. Это решетка радиатора и воздухозаборник.
Воздухозаборник я взял с донора, который я покупал, вырезал середину, пластик, который там был, перегородки, и поставил туда сеточку, покрасил в черный цвет, и теперь воздухозаборник смотрится красивее, чем стоковый. Что могу сказать по решетке радиатора? Дизайн у нее отличный, я выбирал на свой вкус, она мне нравится, но при установке этой решетки радиатора, как вы можете видеть, снизу зазор с палец везде. Что под фарами, что именно низ решетки радиатора и бампера. Тоже залазит палец. То есть зазор сантиметр. Сверху почти что 2 пальца. Зазоры не видно, когда смотришь на машину издалека. Смотрится нормально. Но когда подхожу к своей машине и вижу вот эти вот километровые, зазоры, мне не нравится это. Что я вообще решил сделать? Я ее пробовал, ребята, регулировать и вверх поднимать, и вниз. И остается, естественно, зазор или снизу, или сверху. То есть, как я не пробовал ее регулировать, зазор все равно остается. Вот. Что я вообще решил сделать? Взять эту решетку радиатора, выкинуть нахер и поставить стоковую решетку, но переделанную под вот этот дизайн. Взять, получается, там идет у нас половина вот так, тут идет ребра вот эти, а тут половина заглушена. Взять, вырезать этот пластик вот под такую форму, как и здесь, и поставить также сеточку, покрасить в черный цвет, и будет такая же решетка. Та решетка, естественно, лучше, там зазоры вообще минимально, она как была, наверное, с завода, так и она и осталась. Я не знаю, ее меняли у меня или нет, но там зазоры вообще минимальные, их почти что там вообще не видно. Вот, и сделаю, естественно, из старой стоковой решетки радиатора такую. И я думаю, мои проблемы с этим взглядом на эту решетку радиатора пропадут. Ну что, друзья, вот и заканчивается наш ролик. Спасибо, что посмотрели. Мы сегодня с вами сделали весь пластик, и мы его зашумили, покрасили в брызги. Я вам рассказал по поводу пластика, который уже установлен. В принципе, следующий этап, наверное, будет потолок. Вот. Ну, я не знаю, делать опрос в группе ВКонтакте. Если вам интересно, заходите в группу ВКонтакте, вступайте. Там первые такие новости я выкладываю туда и на свой Инстаграм. Ссылочки, естественно, они у меня, как всегда, в описании на мой Инстаграм и контакт. Вот. И по поводу потолка, ребят, что я вообще хочу? Он у меня, так как серым цветом, я хочу его сделать в черный. Можно тупо его покрасить с баллончика, также нанести потом следом брызги вот эти вот, чтобы потолок сходился в цветовую гамму со стойками и со всем остальным пластиком. Или затянуть его в кожу, сам потолок, или в алькантару. В алькантару я не хочу, так как вот эти вот всякие разводы, они меня подбешивают. Да, ее легче алькантару ложить, так как бывает они разных видов, самоклеящая такая, и бывает, самому клеить. Просто мне сам дизайн этого алькантары не нравится, из-за того, что вот эти разводы постоянно, когда кто-то будет лапать потолок, вот эти разводы оставаться. Мне не нравится алькантара, и все. Вот. Что я думаю, может ее в кожу затянуть, и будет просто охренительно смотреться потолок кожаный. Не знаю. Пишите, ребят, комментарии по поводу этого, как вы думаете. Мне интересно, естественно, будет выслушать ваши варианты по поводу этого. А так, в принципе, больше я и с машиной ничего не делал. Все вроде бы рассказал, что я в ближайшее время с ней сделал, что поставил, что с вами сегодня сделал. Все, ребят, спасибо еще раз, что посмотрели. Всем пока.